В любой стране есть отрасли, составляющие основу ее экономического благополучия, ее главные опоры. Для Латвии одной из таких опор традиционно являлась логистическая сфера, как морские, так и сухопутные перевозки. Однако сегодня обе эти отрасли переживают тяжелые времена, и их будущее вызывает серьезную тревогу. Сегодня мы остановимся на кризисе, охватившем сухопутные перевозки Латвии, а именно железнодорожную отрасль, где ситуация складывается катастрофическая. Вся железнодорожная инфраструктура Латвии находится в руках одной государственной компании – Латвийской железной дороги – ЛЖД. Сегодня положение ЛЖД можно охарактеризовать как крайне тяжелое, близкое к полному краху. Масштаб кризиса настолько серьезен, что привлек внимание даже такого известного аналитика, как Яков Кедми, который недавно опубликовал свою статью с анализом этой проблемы. Представляем вам наиболее важные и интересные выдержки из его работы. Итак, существование ЛЖД всегда напрямую зависело от транзита грузов из России и Беларуси. Лишившись этого важнейшего источника дохода, компания оказалась на грани банкротства. Даже масштабная оптимизация Сокяля и сокращение расходов не могут исправить положение. Для поддержания железнодорожной инфраструктуры в работоспособном состоянии требуются многомиллионные вливания из госбюджета. Среди экспертов уже обсуждается возможность демонтажа части железнодорожных путей. Но правительство все еще не решилось на такой радикальный шаг, поскольку это будет означать публичное признание собственного провала. В 2019 году объем грузоперевозок по железной дороге составлял более 40 миллионов тонн. В прошлом году этот показатель упал до 11,5 миллионов тонн. Падение более чем в 3 раза. Одновременно с этим государственные субсидии ЛЖД стремительно растут. С 2020 года правительство выделило компании более 140 миллионов евро, якобы на модернизацию и финансовое оздоровление. В текущем году в бюджете предусмотрено еще 26 миллионов евро на покрытие убытков ЛЖД. Все эти цифры наглядно иллюстрируют масштаб кризиса, в котором оказалась компания. Безусловно, ни пассажирские перевозки, ни внутренний грузооборот не способны заместить транзит из России и Беларуси, констатирует член правления ЛЖД Риналдс Плявниекс. Руководство ЛЖД декларирует стратегию диверсификации грузопотока, развитие связей со Средней Азией и активизацию перевозок между странами Балтии. Однако даже в прошлом году половина всех грузоперевозок по-прежнему приходилась на Россию и Беларусь, в основном зерно. Также ЛЖД занимается транзитом пальмового масла из Эстонии в Россию, фактически дублируя функции эстонской железной дороги. Этот факт входит в противоречие с заявлениями латвийских политиков о необходимости полного разрыва экономических связей с этими странами. Получается, что ЛЖД вынуждена продолжать перевозки грузов, не подпадающих под санкции, чтобы сохранить хоть какую-то финансовую стабильность. Так, в прошлом году ЛЖД доставляла в Вентспилский терминал акрилнитрил, произведенный дочерним предприятием российского «Лукойла» в Саратове. Этот химический продукт не включен в санкционный список. Следовательно, ни «Лукойл», ни другие стороны этой сделки не нарушают санкции. Эти перевозки абсолютно законны, утверждает Плявниекс. Руководство ЛЖД предпочитает не замечать, что, перевозя эти грузы, они косвенно поддерживают российские предприятия, которые могут быть связаны с российским оборонно-промышленным комплексом. ЛЖД не разрабатывает санкционную политику. Мы лишь строго ее соблюдаем, не допуская никаких произвольных интерпретаций, заявляет представитель ЛЖД. Инвестиционный банкир Гирдс Рунгайнис резко выступает против сохранения железнодорожного сообщения с Россией. Он требует, чтобы политическое руководство страны приняло четкое и однозначное решение относительно будущего ЛЖД. Государство обязано определиться, какую роль должна играть эта инфраструктура в сложившихся условиях, какие цели она должна преследовать. Рунгайнис уверен, что любые грузы из Средней Азии – это, по сути, все те же российские грузы. А следовательно, ЛЖД, осуществляя их транзит, продолжает косвенно поддерживать врага. Он даже предлагает рассмотреть демонтаж некоторых железнодорожных путей под предлогом укрепления обороноспособности Латвии. Такой цинизм вызывает недоумение. Под видом обороны фактически предлагается уничтожить то, что еще осталось от экономики страны. Латвийская конфедерация работодателей ЛДДК, в которую входит и ЛЖД, также хочет получить от государства внятный ответ относительно будущего железнодорожной отрасли. В ЛДДК
заявляют, что правительство демонстрирует нерешительность и отсутствие четкой стратегии. ЛЖД должна приложить все усилия для оптимизации расходов и разработки жизнеспособной бизнес-модели. Однако определение стратегии развития железной дороги – это задача государства, говорит генеральный директор ЛДДК Каспарс Горкшс. Министр финансов Арвил Ашереденс солидарен с этой позицией. Пора прекратить колебания и начать действовать. Совершенно очевидно, что транзит грузов в восточном направлении в долгосрочной перспективе не принесет прибыли, поэтому ЛЖД нуждается в глубокой реструктуризации. Министерство сообщения пытается приспособиться к нынешним реалиям с грузопотоком, а мы, со своей стороны, ищем пути сокращения государственных субсидий. Министр сообщения Талис Линкольтс пообещал в скором времени представить Кабинету министров доклад с планами реорганизации железной дороги. В то же время индикативный план развития железнодорожной инфраструктуры Латвии, который должен был быть разработан еще в 2023 году, до сих пор не утвержден, что наглядно демонстрирует неспособность правительства эффективно реагировать на кризис в отрасли. Стоит отметить, что латвийская железная дорога уже не первый год теряет грузы в связи с тем, что Россия постепенно перенаправляет транзит через свои порты. С началом военных действий в Украине и последующим введением санкций этот процесс значительно ускорился. Собственных доходов ЛЖД катастрофически не хватает даже на покрытие расходов по содержанию инфраструктуры. В результате государство вынуждено постоянно датировать компанию, и это уже продолжается 5-й год подряд. Суммарно на стабилизацию финансового положения ЛЖД было выделено 95,6 миллиона евро. В 2020 году предприятие получило более 45 миллионов евро экстренной государственной помощи, якобы на увеличение уставного капитала и финансовое оздоровление. В 2022 году понадобилось еще 40 миллионов евро для погашения налоговой задолженности. В 2023 году ЛЖД было выделено еще 10 миллионов евро, но даже эти средства не решили проблему. К сожалению, доходы от других видов деятельности не позволяют нам компенсировать убытки, поэтому мы не можем самостоятельно финансировать расходы на содержание инфраструктуры, с горечью признают в ЛЖД. До конца года ЛЖД планирует выделить из бюджета еще 47 миллионов евро. Готовится распоряжение об увеличении уставного капитала ЛЖД, что должно дать компании возможность рассчитаться с налоговыми органами и, возможно, погасить часть задолженностей, сообщил представитель Минфина Латвии Алексис Ярацкис. Тем временем Минсообщение разрабатывает план реорганизации ЛЖД. В ведомстве, наконец, признали очевидный факт. Объем грузоперевозок в условиях разрыва отношений с Россией больше не вырастет. «Пора перестать жить иллюзиями и начать исходить из реальных цифр», заявил советник министра Янис Мейранс. Теперь приоритетом являются пассажирские перевозки. Возможно, содержать все железнодорожные пути в рабочем состоянии экономически нецелесообразно. Например, участки от Екапилса до Добеля и от Екапилса до Елгавы. Очевидно, что в ближайшем будущем грузопоток там будет минимальным, заявил чиновник. Это может привести к снижению класса содержания этих участков и в итоге к их полной ликвидации. В связи с длительными финансовыми трудностями ЛЖД обязательные взносы на социальное страхование сотрудников выплачивались с задержками. В первую очередь это ударило по тем, кто собирался уходить на пенсию. Многие железнодорожники, получив пенсионный расчет, с огорчением узнавали, что размер их пенсии будет значительно меньше ожидаемого из-за задолженности ЛЖД по социальным взносам. Эта проблема всплыла еще в 2020 году, когда проводились массовые сокращения. Тогда выяснилось, что сотрудники, выходящие на пенсию, не могут рассчитывать на полные выплаты. Эту информацию они получали в Государственном агентстве социального страхования. Людям сообщали, что за них не были перечислены все необходимые страховые взносы. Это, конечно, вызывало шок и негодование, рассказывает представитель профсоюза Гита Ошкая. Ситуация до сих пор не разрешилась. Задолженность по социальным взносам составляет около 9 миллионов евро. Более того, ЛЖД планирует перенести сроки уплаты взносов за август, сентябрь, октябрь и ноябрь текущего года. В Министерстве благосостояния утверждают, что уплата взносов лишь отложена. Это не означает, что они пропадут. Это временная мера. Пытается успокоить общественность представитель ведомства Эгилс Заринш.
Он обещает, что как только ЛЖД погасит задолженность, пенсии будут пересчитаны, и все пенсионеры получат положенные им выплаты. Профсоюзы же считают подобную ситуацию недопустимой. Нет никакой ясности, когда пенсии начнут выплачивать в полном объеме. А существовать на урезанную пенсию в Латвии сегодня крайне сложно. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Якова Кедми? Что, по вашему мнению, должно предпринять руководство Латвийской железной дороги, чтобы преодолеть этот кризис? Нам особенно интересно мнение жителей Латвии и сотрудников ЛЖД. Делитесь своими мыслями в комментариях и предлагайте темы для наших следующих выпусков. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр.